Всем привет! В этом видео я продолжу работу над тачкой из Киберпанка 2077. В прошлой части я перенес ее в новое помещение, где она и будет собираться до самого конца. В этой части я хочу довести все грани и линии до относительного идеала и сделать их симметричными, чтобы в дальнейшем снять с них матрицы, будущие формы для стеклопластикового кузова. Я все-таки отзеркалил обратно бампер, и первым делом я его заменю. Также в прошлый раз я нанес готовую однокомпонентную шпаклевку на пробу, так как не хочу просто так выкидывать деньги на ветер и покупать автомобильную шпаклевку, которой нужно было бы очень много. В конце я подсчитаю, сколько ушло у меня килограмм материала на весь кузов. Шпаклевка высохла, и теперь ее нужно обработать. Для этого взял специальные бруски разного размера и наждачную ленту зернистости 40 и 80. Шпаклевка легко шлифуется, и думаю, я смогу ей прошпаклевать весь кузов. Но чтобы продолжить работу, нужно убрать полосы от фрезера, которые также легко убираются наждачной бумагой. К слову, за все время я ни разу не поменял наждачку, а тер я эту машину около месяца. Раз уж начал с этой грани, то и продолжу над ней работу. Друзья, а помните, мы с вами делали часы Арбалет из серии игр Метро? Просто иногда хочется попробовать еще чего-нибудь в духе старого доброго Сталкера. И тут как раз под руку попалась замечательная игрушка Stalker Online, у которой уже имеется армия фанатов по всему миру. Это бесплатная MMORPG, где игрокам предстоит выживать в самой настоящей зоне отчуждения. Вас ожидает огромный открытый мир, наполненный опасностями и захватывающими событиями. В лучших традициях жанра атмосферные локации населены жуткими мутантами и полны аномалий, где действуют свои законы и правила. Stalker Online покажет вам, что такое по-настоящему хардкорное выживание, когда на счету будет каждый глоток воды и каждая спичка. Любителям достоверности зайдут реалистичные модели оружия, которые можно будет прокачивать и модифицировать. Ты можешь попробовать выжить в этом мире один, но лучше кооперируйся с друзьями, чтобы вместе исследовать зону. Игра регулярно обновляется, а недавно авторы добавили крутые PvE-ивенты, которые не оставят равнодушным никого. Также можно принять участие в массовых PvP-сражениях, где разные кланы пытаются повысить свое влияние в мире игры, устанавливая контроль над базами. Как я и говорил, игра абсолютно бесплатная, и скачать ее можно по ссылке в описании, а мой промокод «Горящие» дает 2 дня премиума уже на старте. Купил разного размера шпатели и взял ту же начатую шпаклевку, которая осталась от ремонта. Назначение этой шпаклевки — убрать поры, швы, дефекты и брак пенопластовых деталей. Дефекты присутствуют практически на каждом сантиметре пенопластовой болванки, поэтому легче нанести сразу на всю плоскость тонким слоем. Есть единственный минус у этого однокомпонентного состава — это время сушки. Первый слой сохнет сутки, но зато последующие поверх него слои сохнут за пару часов, в зависимости от толщины слоя. На помощь в сушке приходит вентилятор, который значительно сокращает это время. Из всего кузова на правой стороне заднего бампера самый ужасный участок, который было чертовски сложно исправить. Начал процедуру с пены, так как она хорошо заполняет все дефекты, и после высыхания из нее можно вырезать новые линии и грани. Также заполнял ей правый бок, дефекты порванного ремня на ЧПУ станке. Хорошо, что в такой большой машине много места, и пока одно сохнет, можно приступить к другому, поэтому работа над машиной может быть непрерывной. Еще приятная неожиданность то, что монтажная пена хорошо обрабатывается наждачной бумагой и даже ее не забивает. Так как делаю я это все в первый раз, хочу попробовать алебастер в качестве шпаклевки. Может быть, это ускорит процесс доводки кузова, ведь он застывает за считанные минуты. Действительно, он сразу же застыл после нанесения, но в нем осталась влага, которая мешает обработке, и испаряется так же долго, как и с готовой шпаклевки. Так что я продолжил работу с готовым однокомпонентным составом. Пока шпаклевка сохла, исправлял задний бампер, пытался все полосы сделать параллельными и прямыми. Для выравнивания волн использовал брусок, обернутый наждачной бумагой. Полосы бампера были кривые во всех плоскостях, и нужно было даже их немного наращивать. Пока сох бампер, шкурил бок. Наждачка довольно-таки быстро забивалась, но также быстро ее можно было отряхнуть и продолжить работу. Первый проход получился нормальным, и постепенно я стал привыкать к работе с этой шпаклевкой, и мне даже понравилось, но только в первую неделю. Эти окна я буду закрывать, так как они вызовут неудобства в изготовлении матрицы. Буду их выпиливать уже на готовых деталях.
Второй раз проходить шпаклевкой намного приятней, так как она хорошо ложится на предыдущий слой, если, конечно, на нем нет пыли от прошлого прохода. Кое-как выровнял бампер и тоже его прошпаклевал. Пока сохнет бампер и пока прошпаклюю переднюю часть. Перед тем, как шпаклевать капот, закрыл отверстие в нем пенопластовым бруском. Передняя часть капота состоит из большого количества сегментов. Перед шпаклевкой их нужно привести к общему знаменателю и убрать все ступеньки. Также я убрал монтажную пену с заплатки, теперь осталось все это дело прошпаклевать. Первая начатая банка шпаклевки закончилась, это где-то 6 килограмм. Взял новую и продолжил работу. Пока капот сохнет, буду шпаклевать левое крыло. Но в ходе замера выяснилось, что оно ниже на 7 мм. То ли оно криво вырезалось, то ли я забыл про лазерный уровень во время склейки. Для наращивания воспользовался монтажной пеной. Теперь, чтобы правые и левые крылья были одинаковыми, мне нужна профильная линейка. Ее я сделаю сам, так как заказывать долго и вылет у покупных не такой большой. Для изготовления линейки взял самых обычных недорогих электродов. Их нужно очистить от обмазки, эту процедуру я сделаю в тисках. Чтобы до конца очистить пруток, зажимал его в дрель и шлифовал его наждачной бумагой. После этого замерил в ряд выложенные прутки и вырезал для них обойму из доски. Чтобы прутки плотно держались между двух досок, приклеивают ленты из войлока или карпета. Их я у себя не нашел и приклеил ленты от липучки. Далее разложил прутки и скрутил доски между собой. Так у меня получилась профильная линейка. Теперь можно замерять разные части и делать их одинаковыми. Сразу можно увидеть, где не хватает материала. Но чтобы все это сделать, нужно довести до конца правую сторону и сделать из нее образец для левой. Пока сохнет крыло от очередного этапа шпаклевки, я продолжаю работу над задним бампером. Наконец-то он начал приобретать ровные симметричные формы. Во время шпаклевки совсем забыл, что крылья должны иметь ступеньки. Придется сейчас это сделать, сошкурить лишнюю шпаклевку. Вот теперь все в порядке. Левое крыло готово, а значит, по нему уже можно снимать мерки и делать правое крыло. Из шпаклевки сделаю несколько маяков и по их высоте зашпаклюю все крыло. Делал маяки через каждые 10 сантиметров. После их высыхания зашпаклевал все крыло. Вот еще одна 10-килограммовая банка закончилась, а все потому, что я попутно с крылом делал левую сторону. Снова зашпаклевал крыло и дал высохнуть. Воздуховоды на капоте сложно будет сделать одинаковыми, и я, наверное, перед изготовлением матриц их срежу и сделаю отдельно форму, из которой склею две одинаковых детали. Передний бампер доставил не так много трудностей, но все же левая сторона получилась с дефектом.
Пока занимался бампером, левое крыло высохло и стало зеркальным отражением правого крыла. Бампер также подсох, и я его оставил так как есть, остальная доводка будет проходить двухкомпонентной шпаклевкой. Передние стойки и боковые рамки дверей нужно выделить из пенопласта, чтобы можно было склеить объемные элементы, а не только наружную поверхность. Задние крылья я выравнивал правилом, как ни странно, одно из них было немного завалено наружу. Также убрал все швы и неровности. После высыхания промерил стороны линейкой, и все вроде бы совпало. Кузов я подготовил, насколько позволила готовая шпаклевка. Теперь я хочу покрасить все акриловой краской. Она будет выступать в качестве грунтовки и проявит мелкие неровности. В краску я добавил немного колера, чтобы получился серый цвет. Краска получилась густая, добавил немного воды и процесс пошел. Получился такой результат. Все-таки темный цвет очень идет этой машине. В следующем видео я попробую снять первые матрицы. А на сегодня у меня все. Всем спасибо за внимание и поддержку. Увидимся в следующем видео.